Бывший завод Volkswagen в Калуге снова в строю. Там выпускают машины российской марки Тенет. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Первый завод немецкого концерна Volkswagen на территории России был открыт в далеком 2003 году в Калуге. На протяжении почти 20 лет он работал без перебоев, пока весной 2022 производство не остановилось. Дальнейшие события вам прекрасно известны. Выпуск автомобилей Volkswagen и сопутствующих брендов прекратился, вероятно, навсегда. Завод оказался в подвешенном состоянии, а его коллектив, состоящий примерно из 3000 человек, остался в ожидании неопределенного будущего. Почти 3 года шли обсуждения и поиски решений по возрождению предприятия. И наконец наступил долгожданный прорыв. Завод готовится к перезапуску. И в ближайшее время на российский рынок начнут поступать автомобили под новым брендом Тенет. Не удивляйтесь, если это название вам ничего не говорит. Еще недавно о нем действительно никто не слышал. Что же это за марка и кто теперь будет управлять бывшим заводом Volkswagen? Новый собственник завода AGR Automotive Group нашел стратегического партнера, который возьмет предприятие под свое крыло и обеспечит его полной загрузкой. И долго гадать, кто же этот таинственный партнер, не придется. Им стало российское подразделение китайского концерна Chery, который уже давно подыскивал себе крупную производственную площадку. Особенно после того, как стало ясно, что повышения утилизационного сбора будут продолжаться, а значит оседать в России нужно всерьез и надолго. Условия сделки выглядят следующим образом. 49% российского подразделения Chery передается в обмен на 49% акций ООО AGR, что позволит наладить выпуск автомобилей на предприятии. Таким образом, AGR получает загруженный завод, а Chery полноценную производственную базу в России. 2025 войдет в историю как год перемен. Трамп готовит решение, которое изменит облик всего мира. Он уже начал противостояние с Китаем, ругается с Европой и обещает скорый финал СВО. Очевидно, что нас ждут большие перемены. В такое время лучше всего следить за теми, кто не наводит панику и основывается на фактах. Хороший пример — канал Мультипликатор. Еще год назад он рассказал, почему победит Трамп и к чему это приведет. Предупреждал об отмене льготной ипотеки, давал точные прогнозы по рублю и доллару. А сейчас он постоянно объясняет, что будет уже весной с рублем, вкладами россиян и ценами на жилье. Подпишитесь на этот ценный канал, чтобы заранее быть готовыми к событиям, которые скоро коснутся каждого, ссылки в описании. Chery явно не намерена останавливаться в деле насыщения российского рынка своими марками. Одних Амода, Exit и Jayco оказалось недостаточно, теперь появился еще и Тенет. Однако существует и альтернативная версия. Chery может формально покинуть российский рынок, заменив свой бренд новыми названиями, под которыми будут выпускаться уже привычные автомобили. Существенной разницы между этими версиями нет. Фактически с бывшего завода Volkswagen в Калуге будут выходить все те же Chery, но под новыми именами. В сети уже появились изображения машины под брендом Тенет. Под защитной накидкой эксперты узнали китайский кроссовер Chery Tiggo 7L. Этот автомобиль еще не представлен в России, что позволяет предположить, что Тенет займется производством новых для нашего рынка моделей Chery. Хотя глобально все они между собой похожи. Tiggo 7L – это сборная модель, вобравшая в себя элементы различных версий Tiggo 7, представленных на китайском рынке. Однако россиянам этот автомобиль может прийтись по вкусу. Есть как минимум две причины. Первая – это полный привод. Это редкость среди китайских автомобилей, а на предыдущих версиях Tiggo 7 Pro для России система полного привода вообще отсутствовала. Второе – физические кнопки вместо сенсорного блока в салоне. Полезная деталь, особенно для нашего рынка. Сенсорные экраны не всегда удобны, а в солнечную погоду и вовсе превращаются в головную боль. Данных по технической части пока немного, но эксперты предполагают, что под капотом будет стоять 1,6-литровый двигатель мощностью 197 лошадиных сил, работающий в паре либо с 7-ступенчатым роботом, либо с 8-ступенчатым классическим автоматом. Но здесь возникает загвоздка. В Китае Tiggo 7L продается только с передним приводом, тогда как российская версия будет полноприводной. Это наталкивает на мысль, что первая модель Тенет технически будет ближе к уже знакомым
знакомому Tiggo 7 Pro Max, у которого 150-сильный мотор, роботизированная трансмиссия и полный привод. Скорее всего, обе модели будут продаваться параллельно, а Chery продолжит заполнять рынок почти идентичными автомобилями под разными брендами. Это хорошо или плохо? Хорошо, что завод возвращается к работе, а 3000 сотрудников сохраняют свои рабочие места и получают зарплату. К тому же Tiggo 7 Pro и Tiggo 7 Pro Max пользуются спросом в России, так что у Tenet есть все шансы найти свою аудиторию, особенно если цена будет 800 тысяч рублей. Как вам такая перспектива? Хорошо, что завод возобновляет производство, пусть и с китайцами, или лучше было бы оставить его в простое? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Если на дороге есть ямы, по встречке всегда ровнее дорога, даже когда обратно едешь. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.